Чтобы этим заниматься, нужна настоящая страсть, желание рассказывать истории. Это большая редкость, когда удается собрать так много талантливых людей, добиться такого успеха, работать с лучшими в своем деле и так эффектно все завершить. Это просто мечта. Помню мою первую сцену в пилотной серии. Прибытие короля в Винтерфелл. Все в этих большущих костюмах. Помню момент, когда король въезжает верхом на коне, и ему надо с него слезть. Очень сильная сцена. На марке Эдди, который играл Роберта Баратеона, было такое громоздкое одеяние, никаких шансов сделать это элегантно. Появляется конь, король делает так. А потом всем стоять. И бегом выносит лестницу, помогает ему слезть. Уносит лестницу, потом продолжим. Я это запомнил. Прекрасный момент. Финальную сцену в первой серии мы сняли в 3 вариантах. В первом я с голой задницей стою у стены с очень милой дублершей. В другом я лежу на полу, а в третьем, в общем, там были разные степени обнаженки. В итоге остановились на довольно-таки прикрытом варианте. И я считаю, правильно. Все ради любви. Встань за мной. С персонажем Джейми можно очень круто построить сюжет. Есть пара сцен, например, сцена в ванне с Бриенной. Очень эффектная. Цареубийца. Клятвопреступник. Человек без чести. Гвен и Лина — великолепные актрисы и очень разные, а их роли настолько полярны, что с ними вы словно видите 2 разные версии Джейми. Эту войну нам не выиграть. И то же самое с Динклейджем и Джеромом. Тоже очень разные Джейми. Но все хороши. Самую классную сцену мы снимали в 7-м сезоне. Это эпизод с атакой на конвой. Снимали в Испании, поблизости от города под названием Касерас. Очень красивое место. Здорово было целыми днями кататься на лошади под открытым небом. Обожаю ездить верхом. С годами сериал разросся, стал очень масштабным. Вряд ли найдется более масштабный проект даже в кино. Просто невероятно. Но в том году в Испании при всем величии сохранялось ощущение камерности. Мне повезло это пережить. Я буду скучать по людям. Вся съемочная группа, все, кто занят в проекте. Нам так повезло, что почти все возвращались сезон за сезоном. Возникало чувство, что мы создаем что-то особенное. Обычно к сериалу, любому, зрители теряют интерес к 4-му, 5-му сезону. Но здесь он только растет и растет. В 2019-м исполнится 10 лет, как мы заняты этим проектом. Довольно немало. Это Джейми Ланнистер, брат-близнец королевы. В начале съемок я был совсем зеленый, а после Белфаста будто расправил плечи. И я стал лучше как человек. Мне будет этого не хватать. «Игра престолов». Финальный сезон. Только в Амедиатеке.